Прямо сейчас, в эту секунду, какой-то город на планете опускается на несколько сантиметров под землю. Не из-за землетрясения, не из-за войны, из-за того, как люди решили построить свою жизнь там, где строить было нельзя. Представьте мегаполис, метро которого трескается, потому что под ним выкачали всю воду из-под земли. Или столицу, которую правительство официально решило бросить и построить новую, потому что спасти старую дешевле не выйдет. Или море, которое было четвертым по величине на планете, а потом просто исчезло, оставив после себя ржавые корабли посреди пустыни. Сегодня 4 истории о том, как люди своими руками утопили или похоронили то, что строили веками. Без призраков, без проклятий, без инопланетян. Только даты, суммы и решения, которые принимали конкретные люди. Самая абсурдная история в самом конце. Думаете, экологическая катастрофа – это всегда внезапный взрыв или разлив нефти? Иногда это медленный процесс, растянутый на десятилетия, в котором каждый отдельный шаг кажется разумным, а итог – немыслимым. Что если я скажу, что столица целой страны уже официально готовится к переезду, потому что ее саму не спасти? Что метро крупнейшего мегаполиса Латинской Америки в буквальном смысле проваливается под землю? Сегодня вы увидите, как конкретные решения конкретных правительств превратили инженерные проекты в фактически похороны городов и целых морей. А в самом конце историю исчезновения водоема, который было видно из космоса и который человек уничтожил почти полностью ради одной сельскохозяйственной культуры. Ученые здесь не спорят и не темнят, тут все прозрачно. Есть спутниковые снимки, есть отчеты геологов, есть судебные дела с конкретными фамилиями обвиняемых. Ученые не молчат об этих катастрофах, наоборот, они кричат о них уже не первое десятилетие. Но правительство и корпорации продолжают принимать решения, которые делают все только хуже. И это пугает сильнее любой мистики. Тут нет случайности, тут есть прямая цепочка причин и следствий, которую можно отследить по документам. 4 истории, которые вы увидите сегодня, объединяет одно. В каждой из них человек точно знал, что делает что-то опасное, и продолжал делать это дальше. Ради денег, ради урожая, ради удобства. Конкретные компании, конкретные министры, конкретные подписанные постановления. Готовы? Тогда начинаем отсчет с 4-го места. Нашу подборку открывает Мехико, мегаполис с населением около 22 миллионов человек, который буквально проваливается в собственную историю. Представьте себе город, выстроенный на дне высохшего озера. Грунт под ногами не камень, а мягкая водянистая глина, которая столетиями держала на себе храмы ацтеков, а теперь должна держать небоскребы, эстакады и тоннели метро. При этом сама глина продолжает терять воду и буквально сжимается как губка, из которой выкручивают остатки жидкости. В 1325 году племя Теночков основало здесь, на острове посреди озера Тескока, город Теночтитлан, будущую столицу империи ацтеков. Испанские конкистадоры в 16 веке практически полностью осушили это озеро, спустив воду через реку Пануко. На месте бывшей акватории построили колониальный, а затем современный мегаполис. Уже с конца 19 века инженеры зафиксировали первую заметную усадку грунта, но настоящие масштабы проблемы стали ясны только в 20 веке. С 1925 года, когда инженеры впервые официально зафиксировали проседание, прошло уже 100 лет, и за это время в некоторых районах грунт ушел вниз на 9-11 метров. Причина проста и совсем не мистическая. Подземный водоносный горизонт, который обеспечивает до 60% питьевой воды города, выкачивается быстрее, чем успевает восполняться. Когда вода уходит из глинистых слоев, эти слои сжимаются, и вся поверхность над ними проваливается вниз. По разным районам скорость проседания колеблется от 10 до 60 сантиметров в год. 60 сантиметров – это высота офисного стула. Представьте, что каждый год ваш дом проваливается на высоту стула, и это происходит не один раз, а из года в год, десятилетие за десятилетием. Новейшие данные спутниковой радиолокационной системы НАСА показали то, чего раньше не видели наземные измерения. Некоторые районы Мехико проседают со скоростью до 35 сантиметров в год, и процесс идет значительно быстрее, чем считалось еще несколько лет назад. Из-за неравномерности проседания трескается одна из крупнейших систем скоростного транспорта в Северной и Южной Америке – метро Мехико.
Трубы водопровода рвутся под землей там, где раньше были целыми. Фундаменты исторических зданий идут трещинами, потому что один угол дома проседает быстрее другого. Самое ироничное во всей этой истории – то, что выкачивание воды, которое разрушает город, одновременно остается для него единственным источником водоснабжения. Власти физически не могут просто прекратить добычу подземных вод. Тогда из кранов перестанет течь вода у 22 миллионов человек прямо сейчас. Получается замкнутый круг. Чтобы город жил сегодня, его медленно убивают на годы вперед. Ученые констатируют, процесс начался 100 лет назад и идет по нарастающей. Остановить его в обозримом будущем не получится, можно только замедлить. Город, который пьет воду из-под себя и от этого медленно тонет в собственном прошлом, вот так выглядит 4-е место нашего списка. Но это далеко не самая дорогая ошибка в нашей подборке. 3-е место – Венеция и проект, который должен был спасти город, а вместо этого превратился в символ того, как не нужно строить инфраструктуру. Картина простая. Город на воде, который существует уже больше 1000 лет, регулярно заливает приливы из Адриатического моря. Туристы фотографируют затопленную площадь Сан-Марко как красивую достопримечательность, не подозревая, что для самих венецианцев это медленная катастрофа, повторяющаяся из года в год. В 1980-х годах, после катастрофического наводнения 1966 года, когда вода поднялась на 194 сантиметра, итальянский парламент принял специальный закон о защите Венеции. Так родился проект МОЗЕ – Modulo Sperimentale Elettromecanico – экспериментальный электромеханический модуль. Идея была красивая – построить 78 подвижных стальных барьеров в 3 проливах, соединяющих лагуну с морем, и поднимать их при угрозе наводнения, как библейский Моисей раздвигал воды. Проект представили еще в 1992 году. Первоначальная оценка стоимости составляла 1,6 миллиарда евро. Реальное строительство стартовало только в 2003 году, спустя 11 лет бюрократических согласований. Планировали закончить к 2011 году. По факту систему впервые полноценно задействовали лишь 4 октября 2020 года, спустя почти 40 лет с момента появления самой идеи. А теперь к деньгам. Итоговая стоимость проекта выросла с 1,6 до 5,5 миллиарда евро. Это рост больше, чем в 3 раза. Чтобы было понятнее, 5,5 миллиардов евро – это сопоставимо с годовым государственным бюджетом небольшой европейской страны. И это не просто перерасход из-за инфляции. В 2014 году в рамках расследования о фальсификации контрактов были арестованы 35 человек, связанных с проектом. Бизнесмены, чиновники, бывший мэр Венеции Джорджо Арсони, бывший губернатор региона, бывшие магистраты по водному хозяйству. Следствие выявило схему отмывания денег, незаконное финансирование политических партий и поддельные счета. Но самое жесткое в этой истории даже не коррупция, а инженерная ирония. 156 металлических стержней, которые, соединяя в затворы барьеров с бетонным основанием, весят по 36 тонн каждый. Контракт на их поставку на сумму 250 миллионов евро был отдан компании без проведения тендера. По оценке экспертов, эти стержни подвергаются крайне высокому риску разрушения из-за коррозии. Вероятность выхода из строя оценивалась в 66 до 99%. Подводные части системы попросту обрастают ракушками и плесенью, как любой другой объект, оставленный в морской воде на годы простоя. Барьер, который спроектировали еще до того, как климатологи всерьез заговорили об ускоренном подъеме уровня моря, теперь, по мнению ряда специалистов, рискует устареть буквально через несколько десятилетий после запуска. А разовое поднятие всех 78 затворов обходится итальянской казне в районе 248 тысяч евро за каждые 2 часа работы. Сооружение, которое должно защищать Венецию следующие 50-100 лет, может работать на пределе возможностей уже в первые годы своей официальной эксплуатации. 40 лет строительства, в 3 раза больше денег, чем планировали изначально, и десятки фигурантов уголовного дела. И все это для того, чтобы поднимать стальные ворота из воды, как только погода решит, что Венеция должна снова утонуть. Что произойдет, если уровень моря начнет расти быстрее самых пессимистичных прогнозов проектировщиков 1980-х годов?
На втором месте Джакарта, столица Индонезии, которую правительство страны официально решило бросить и построить новую столицу с нуля. Представьте мегаполис на 10 миллионов жителей, через который протекает 13 рек, а сама территория почти на 40% лежит ниже уровня моря. Сезон дождей здесь длится больше половины года, и каждый ливень превращает целые районы в озера. Теперь добавьте к этому самое страшное. Земля под городом тонет на глазах быстрее, чем поднимается вода вокруг нее. Причина, по которой Джакарта называется одним из самых быстро тонущих городов мира, банальна и совсем не мистична. Жители выкачивают подземные воды для питья, потому что централизованный водопровод не справляется с потребностями 10-миллионного города. По разным районам скорость проседания отличается драматически. Северная Джакарта, ближайшая к морю, опускается на 25 сантиметров в год. Западная часть города тонет на 15 сантиметров ежегодно, восточная – на 10 сантиметров. Центральная Джакарта проседает медленнее, на 2 сантиметра, а южная часть – на 1 сантиметр в год. По исследованию Бандунгского технологического института за последние 30 лет некоторые районы северной части города опустились более чем на 3 метра 90 сантиметров. 3 метра 90 сантиметров за 30 лет – это высота двухэтажного дома, которая просто ушла под землю на глазах одного поколения. По прогнозу ученого Хэри Андреаса из того же института, который он озвучил для BBC, к 2050 году 95% северной Джакарты окажется под водой. После разрушительного наводнения 2007 года, которое унесло жизни 76 человек и заставило покинуть дома 500 000 жителей, власти запустили проект защиты береговой линии под названием «Великая морская стена Джакарты». Бюджет проекта оценивался в $40 миллиардов. По замыслу в Яванском море должна была появиться стена длиной 32 километра в форме мифической птицы Гаруды, национального символа Индонезии, плюс 17 искусственных островов. Однако голландские экологи, изучавшие проект, пришли к выводу: стена способна лишь замедлить погружение города, но не остановить его. В апреле 2019 года индонезийское правительство приняло историческое решение – построить новую столицу страны с нуля на острове Калимантан. Новый город получил название Нусантара – архипелаг. Стоимость переноса столицы оценивается в $33 миллиарда. Это означает, что правительство официально признало: дешевле построить целый город заново, чем спасти существующую столицу с населением 10 миллионов человек. Первая из 5 фаз проекта, включающая президентский дворец и несколько министерств, на сегодня практически завершена. Город, переживший колониальную эпоху, обретение независимости и статус столицы крупнейшего архипелага в мире, теряет этот статус не из-за войны и не из-за политического кризиса, а потому что земля под ним физически тонет быстрее, чем правительство успевает ее спасти. Что останется от Джакарты к тому моменту, когда последнее министерство переедет в Нусантару? И вот мы подходим к абсолютному лидеру нашего антирейтинга. Катастрофе настолько масштабной, что ее видно даже из космоса, и при этом полностью рукотворной от первой до последней капли. Представьте водоем, который занимал площадь почти в 70 тысяч квадратных километров. Это 4-е по величине озеро-море на планете, уступавшее только Каспийскому морю, Верхнему озеру в Северной Америке и озеру Виктория в Африке. Представьте, что вы стоите на берегу. Вода уходит за горизонт. Рыбацкие суда возвращаются с уловом. Портовые города живут полноценной жизнью. А теперь представьте, что спустя несколько десятилетий на этом месте соляная пустыня, а ржавые корпуса кораблей лежат на сухом песке в сотни километров от ближайшей воды. Это Аральское море, водоем, который существовал примерно 17,5 тысяч лет, питаясь реками Амударья и Сырдарья, и был уничтожен советским правительством за каких-то 30-40 лет ради одной культуры – хлопка. В 50-х годах 20 века Советский Союз поставил перед Центральной Азией стратегическую задачу – превратить регион в хлопковую житницу страны. Хлопок требовался для легкой промышленности, производства боеприпасов и ракетного топлива. Для орошения плантаций начали строить каналы, забирающие воду из Амударьи и Сырдарьи, единственных рек, питающих Аральское море. К
К 1960 году площадь орошаемых земель в Центральной Азии составляла 4,5 миллиона гектаров. К 1990 году эта цифра выросла до 7 миллионов гектаров. В конце 1970-х годов сток Сырдарьи перестал доходить до Аральского моря вообще. К концу 1980-х годов то же самое произошло с Амударьей. Уровень моря начал падать со скоростью от 20 до 90 сантиметров в год. 90 сантиметров в год – это рост среднего взрослого человека, который море теряло ежегодно, год за годом, без остановки. К 1980 годам Арал фактически перестал существовать как единый водоем. Он распался на два изолированных моря – Большое и Малое. Рыбный промысел, который до 1970-х годов кормил более 60 тысяч человек, полностью прекратился к 1980-м. В 1946 году рыбаки выловили 23 тысячи тонн рыбы, в начале 1980-х уже 60 тысяч тонн. После этого промысел просто исчез, рыбы не осталось, потому что соленость воды выросла с 14 до более чем 100 граммов на литр. Объем Большого Арала сократился с 708 кубических километров воды до 75. С 1960 по 2016 год общая площадь моря уменьшилась в 9 раз, а общий объем воды в 21 раз. На месте бывшего дна образовалась новая пустыня под названием Арал-Кум, площадью свыше 5,5 миллионов гектаров. Для сравнения, это сопоставимо с территорией целой Швейцарии. Ветер разносит с обнаженного дна соль вперемешку с остатками сельскохозяйственных ядохимикатов на 500 километров вокруг, и в Приоралье до сих пор фиксирует аномально высокий уровень детской и материнской смертности, респираторных заболеваний и онкологии. При этом советское правительство еще в 80-е годы рассматривало план спасения Арала ценой переброски сибирских рек Иртыша и Оби по 2500-километровому каналу в Центральную Азию. По оценке современных специалистов, реализация этого плана грозила бы катастрофой уже для Сибири, гибелью болот, торфяными пожарами и затоплением пойменных лугов. Проект остановили не из заботы об экологии, а потому что у разваливающегося Советского Союза просто не осталось на это денег. Единственная по-настоящему хорошая новость в этой истории случилась только в 2005 году, когда Казахстан построил Кокоральскую дамбу, разделившую Малый и Большой Арал. К началу 2025 года площадь Малого Арала выросла до 3065 квадратных километров. В водоеме снова обитает 22 вида рыбы, а годовой улов достигает 8000 тонн. Но это лишь маленький островок надежды на фоне общей картины. Большой Арал, по оценке научного сообщества, восстановить в прежнем объеме уже невозможно никогда. Море, которое существовало тысячи лет до появления человека на этих берегах, было уничтожено целенаправленным решением людей, заседавших в кабинетах за тысячи километров от его побережья, ради того, чтобы выполнить план по хлопку. Какую цену придется заплатить следующим поколениям за решения, которые принимаются сегодня в таких же кабинетах? 4 истории, 4 континента, 4 десятилетия катастроф и ни одной случайности. В каждом случае люди точно знали, что делают что-то опасное. Выкачивают воду из-под собственного дома, строят защитную систему на технологиях полувековой давности, забирают воду из последних рек, питающих целое море. И в каждом случае решение принималось не из-за невежества, а из-за выгоды здесь и сейчас. Остановитесь на секунду и посмотрите на то, что объединяет все 4 истории. Это не стихийные бедствия в классическом смысле, землетрясения или извержения вулканов, которые человек не может предсказать или остановить. Это медленные, растянутые на десятилетия катастрофы, которые можно было предотвратить на любом этапе. Но каждый раз краткосрочная выгода оказывалась важнее долгосрочных последствий. Хлопковый план оказался важнее существования моря. Дешевая подземная вода оказалась важнее устойчивости города. Экономия на тендере оказалась важнее надежности защитной системы. Человеку не нужны инопланетяне или древние проклятия, чтобы уничтожить целое море или утопить столицу страны. Достаточно одного экономически выгодного решения, подписанного в нужном кабинете в нужный год. И спустя 30-40 лет потомки получают пустыню вместо моря или метро, которое трескается под ногами.
Эти 4 истории не древние легенды и не мистические тайны. Это предупреждение, написанное цифрами проседания грунта и снимками из космоса. И оно адресовано именно тем, кто сегодня принимает похожие решения где-то еще на планете. А что вы думаете? Можно ли было предотвратить хотя бы одну из этих катастроф, если бы решения принимали по-другому? Какой из 4 городов и морей вас зацепил сильнее всего? Напишите в комментариях, какая история показалась вам самой абсурдной. Если вам было интересно узнать, как человек сам создает себе катастрофы, поставьте лайк, это лучшая поддержка для канала. И подписывайтесь, чтобы не пропустить следующее расследование о самых безумных инженерных провалах и техногенных катастрофах со всего света. Там будет еще страшнее.